Внутри есть корень, так называемый тяж. Он здоров. Я его обязательно оставлю орхидеи. Пригодится. Ну а что внутри торфяного стакана, я вообще не знаю. Добрый день, друзья! Сегодня покажу вам две своих новинки. Одна орхидея стандарт, орхидея Биглип. К сожалению, не знаю ее название. Она дома у меня 2 недели, не сбросила ни одного бутона и распустила новый цветок. И эти 2 бутончика тоже откроются. У орхидеи при покупке были повреждения на листьях. Они никуда не исчезли, они так и остались. Это механические повреждения. И там, где было максимально затронуто этими повреждениями, листики подсохли. Но за 2 недели ничего дальше не происходит. То есть орхидея засушивает эти части листа, и никуда никакие могли бы быть грибковые заболевания, но они не распространяются. Протерла листики, ну как всегда, зеленым мылом. Почему-то сложилось у моих подписчиков такое мнение, что я не обрабатываю после покупки орхидеи от вредителей. Да, я не обрабатываю специальными препаратами. То есть теми препаратами, которые непосредственно или от клеща, или от щитовки, или от мучнистого червеца. Эти препараты разные. Но зеленое табачное мыло — это тоже защита от вредителей и болезней. И на любом из этих калийных мыл так и написано, что на табачном точно так же написано и на зеленом. Защищает от вредителей и защищает от болезней. Поэтому обработка от вредителей делается, ну, по крайней мере, я так делаю, наиболее щадящим образом. И еще на каждом флакончике написано на обороте способ применения. И написано тля, трипса, щитовки, как опрыскать, как развести. Ни в коем случае не концентрированным раствором протирать листья. Я делаю так. На 100 мл теплой воды чайная ложка любого мыла. И просто протираю листики. Когда вы протираете лист ватным диском в смоченном растворе мыла, вы, протирая с легким нажимом, уберете всех вредителей, если они там есть. И защищает такое мыло, ну, по крайней мере, на месяц. Так что обработку этой орхидеи я сделала. Если кто-то знает название этой орхидеи, подскажите. Вот это только что распустившийся бутон. И еще одна орхидея. Давайте вот так поставлю, потому что цветочки у нее начали увядать. Но есть еще 2 цветка, по которым можно определить, что это за орхидея. Это мини-орхидея
«Розовая девочка Джахо». Полное название появится на экране. Это гибрид. Я даже ее протереть не успела, но протру обязательно. Видите, она даже в розовом керамическом стакане. Как все производитель предусмотрел. Орхидея находится в моховом стакане. Была плотно посажена, но сейчас мох подсох, поэтому достать ее несложно. При покупке мох был очень влажный. Мне хотелось вам рассказать, что когда покупаете, именно покупаете цветущую взрослую орхидею в таком стаканчике, а стаканчик действительно очень-очень влажный, вы даете возможность мху просохнуть, и только после этого можно распушить мох. То есть здесь не нужно выдерживать 3 дня, опрыскивать этот мох, вот как мы поступаем с малышами, которые приходят в очень сухом мху, и там прямо мох невозможно разделить, он такой плотный и сухой. В плотных моховых стаканах мы орхидеи даем медленно напиться воды, чтобы листики не порвать. А здесь все было наоборот, поэтому я здесь сушила. Прошло несколько дней, стаканчик моховой подсох. Я поставлю орхидею в такой пластиковый стакан. Этот стакан для художников. Они используют его для кисточек, скорее всего, когда рисуют акварельными красками. Но нам очень подходит идеальный размер для такой маленькой орхидеи. Так вот, чтобы перенести ее сейчас в этот стакан и распушить мох, я буквально на 10-15 секунд опущу ее в теплую воду. Так, 10 секунд. Мох очень быстро впитывает всю влагу. Вот видите, насколько в стакане стало меньше воды. А теперь положу орхидейку, и мы осмотрим корни. Корни есть гнилые, есть, я бы сказала, что вот эти сухие. Такой гнилой корень, это не корень, это виламен гниет. Этот виламен можно убрать, а сам тяж, сейчас он там покажется, он будет тонкий, а сам тяж оставить, потому что он еще нужен орхидее. Ох, это уже мох. Мох будем складывать в этот стаканчик, он нам понадобится. Вот то, что нам кажется гнилое и с плесенью, вот, кстати, тоже корень, а здесь сверху сухая часть виламена с паренхимой. И с каким-то непонятным налетом, может быть, это какая-то и плесень. Вот мы ее убрали, ничего страшного дальше не будет. Смотрим с другой стороны. Здесь то же самое. Сухой виламен с паренхимой, черный, но, как вы видите, внутри есть корень, так называемый тяж, он здоров. Я его обязательно оставлю орхидее, пригодится. Ну а что внутри стакана, я вообще не знаю. Есть там корни, нет корней. Аккуратно убираем все вот эти черные части. Корень убираем, мох разрываем и кладем назад в стаканчик. Так. Ну, по крайней мере, вот здесь, так, это тоже сухой корень.
сухой веломин. Вот здесь от шеи и вот эти два корня, ну, кажутся более или менее здоровыми. А теперь вот так делаем мох не таким спрессованным, как он есть на самом деле. Более воздухопроницаемым. Потому что корни еще и проветриваться как-то у нас должны. Делаю так, чтобы весь мох поместился в этот стакан. Так, это первое. А потом еще вот так в стаканчике, в самом. Так, с двух сторон. Убираю мох от шеи обязательно. Даю воздуху доступ к шее орхидеи. Если с какой-то стороны много мха, с какой-то мало, можно переложить с одной стороны на другую. Так. Так орхидейка получилась даже по центру горшка. Вот все. Теперь она будет жить какое-то долгое или недолгое время в этом горшке. Все зависит от того, как быстро орхидея будет адаптироваться и растить корни. Кстати, орхидея ароматная. Но по сравнению, конечно, со стандартом, она крохотная. Но мои постоянные зрители знают, что я очень люблю мини-орхидеи. Ну что ж, понаблюдаем и за этими двумя орхидеями. До новых встреч, друзья! Увидимся на канале. Такие все умнички. Все черные. Прижался как к родному. Все черненькие были на месте, внимательно слушали. Даже Демочка. И даже уснули.